Медея. В древнегреческой мифологии это царевна, дочь царя Иэты и Идии. Это женщина, которая ради любви к мужчине предала своего отца, убила своего брата, добыла любимому власти и родила ему 2 сыновей. А после предательства и женитьбы любимого на другой погубила соперницу, а в качестве мести за измену мужа убила и своих маленьких детей. Это имя стало нарицательным, как имя матери, которая убивает своих собственных детей. Итак, сегодня, как вы поняли, речь пойдет про женщин в окружении Александра Лукашенко. Сам Александр Лукашенко прилагал чудовищные, невероятные усилия, чтобы женским лицом белорусского режима были первые красавицы страны. Молоденькие девушки, которые толпой окружают сейчас уже почти 70-летнего деда, более полвека. Арбузницы. Так ласково в народе называют этих девушек за то, что Лукашенко их заставляет тягать арбузы в своей президентской резиденции и снимает это на видеокамеру. Но несмотря на направленные пиар-акции, арбузницы женским лицом белорусского режима все-таки не стали. Мало того, Александр Лукашенко, который прилагал значительные усилия, чтобы прослыть батькой, читает сом белорусской нации, тем самым автоматически создал и вакантное место матери белорусской нации, а по совместительству и по сути своей политической жены. Таких женщин, кстати, в его окружении немало. И каждая из них достаточно гармонично смотрится рядом с Александром Лукашенко и вполне могла бы быть его женой, так сказать, плотью от плоти. Вот, к примеру, Лидия Ермошина, несменяемая глава Центральной избирательной комиссии, непрофессионал настолько высокого уровня, что ни одни выборы под ее руководством не были признаны международным сообществом, а последние, наконец-то, и белорусским народом. Или Надежда Котковец, когда-то главный экономист Шкловского совхоза «Городец» при директоре Александре Лукашенко. Насколько я понимаю, она на данный момент работает где-то директором департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии в Москве. Или Мария Худая, депутат Национального собрания первых созывов, одна из тех, кто стоял за созданием ряда печально известных документов, и президентских декретов о гуманитарной помощи. Кстати, согласно им, сейчас были массово заблокированы карточки репрессированных людей, на которых переводилась помощь из-за рубежа. Вспомним Марьяну Щеткину. Это бывший министр труда и социальной защиты, которая придумала налог на тунеядство и таким образом организовала массовые протестные акции в 2017 году. Именно Щеткина обещала не повышать пенсионный возраст. Цену ее обещаниям мы уже знаем. Министр труда и социальной защиты, нынешний. Это министр сейчас активно выступает за сокращение декретного отпуска для женщин с 3 лет до 2 лет. Так сказать, по просьбам трудящихся. Или Наталья Качанова, бывшая глава администрации президента Беларуси и на данный момент председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси 7-го созыва. Чтобы оценить ее профессионализм, посмотрите ее несколько последних выступлений, в том числе перед студентами. И многие другие женщины. И надеюсь, вы заметили, насколько они все похожи между собой. И я в данной ситуации не про внешность. Внешность, конечно, может быть любой, она не имеет значения. Но этот холодный, не мигающий, ненавидящий змеиный взгляд, который невозможно спрятать или стереть ни фотошопом, ни дорогим макияжем. От этих женщин веет могильным холодом. Они не могут никого согреть, утешить, или ободрить. Поговорим сегодня про синдром мертвой матери у женщин в окружении Лукашенко и про то, какое страшное наследство передают такие матери-ябатьки своим дочерям. И вообще, что это такое, откуда это берется. Чаще всего женщина с синдромом мертвой, убивающей матери, вполне себе живая и неплохо себя чувствует. В Беларуси, как правило, такая женщина – классическая ябатька. Я много раз говорила, и, конечно, повторю еще раз. Все, что происходит в Беларуси сейчас, не началось с 9 августа 2020 года. И все эти страшные кровавые события тесно связаны со всем тем ужасом, что происходил на территории Беларуси последние 100 лет. В процессе капитального ремонта Беларуси нам нужно очень осторожно, очень бережно, очень аккуратно вернуться к каждому из этих событий, чтобы они перестали влиять на следующее поколение белорусов. Синдром мертвой матери идет бок о бок с феноменом межпоколенческой передачи травмы. И вообще, что это значит? Это значит, что если в жизни предыдущих поколений происходили очень страшные события, как вы понимаете, в жизни практически любой белорусской семьи они происходили, то если семья не отрефлексировала, не отгоревала эти страшные события, то психологические травмы от этих событий
также передаются по наследству. Причем люди могут и не подозревать, какое страшное наследство им досталось. Ну, мы все прекрасно помним детскую сказку про прекрасную царевну, которую заколдовала злая ведьма, чтобы девушка умерла в свои 16 лет от укола веретеном. Но на помощь прекрасной царевне пришли колдуньи добрые. Сюжет закрутился, и в результате доброго колдовства царевна не умерла, но уснула сладким сном на 100 лет. Вместе со всем царством. Злая ведьма тут – это как раз та самая мертвая мать. И к злым ведьмам, заколдовавшим целую белорусскую нацию, мы вернемся через несколько минут. Беларусь же мне очень напоминает эту спящую красавицу. Страна спала 26 лет и внезапно проснулась. Жаль только, что вокруг не сказка. И наша страна не проснулась прекрасной 16-летней красавицей, какой засыпала. Белорусская нация, проснувшись через 26 лет, вдруг с ужасом обнаружила, что нам всем, увы, годков уже побольше. И очень много лет осталось позади, пока мы спали. Но почему же мы все спали и предпочитали не замечать те страшные дела, которые творил Александр Лукашенко с его синеющими пальцами все эти годы? Все дело в этом феномене межпоколенческой передачи травмы. Повторю, что это значит. С человеком происходят какие-то ужасные вещи. Например, ребенок видел, как за его отцом пришли ночью люди в черном. Увезли на черном воронке в неизвестном направлении. Мать постоянно плачет, почернела от горя, но все родственники неожиданно куда-то пропали, и откуда ни возьмись, у него появилось прозвище «сын врага народа». Или женщина с 5 детьми бежала в войну в лес, но была изнасилована, часть детей погибла. Или ребенок выжил один в концлагере, а все остальные его родные погибли, и некоторые у него на глазах. Ну или люди прошли войну от звонка до звонка, повидав, конечно, всякое. Страшных историй можно рассказывать много. В нашей стране каждая, абсолютно каждая семья, ну разве что за исключением, конечно, семьи Александра Лукашенко, может привести свои ужасные жизненные истории. Но обо всем этом в советское время нельзя было говорить вслух. Вот. И это ключевая вещь. Люди молчали, держали эти ужасные истории в себе и не делились ни с кем. Это же наша национальная особенность. Давайте вспомним. Все наши бабушки и дедушки практически ничего не рассказывали про войну. Никаких личных воспоминаний. И что происходит с человеком, пережившим такие ужасные события, когда он, она и все вокруг молчат? Но и не с кем поделиться. Он или она старается про них не вспоминать, не переживает эти события, как бы обволакивает эти события в такую капсулу и старается их избегать. Это как с больной ногой. Вы будете хромать именно потому, что стараетесь поменьше наступать на больную ногу. Но особенность нашей психики такова, что нельзя просто взять и что-то заморозить. Нельзя выбросить воспоминания как мусор. И в процессе такой заморозки человек сам замерзает, замораживается, не чувствует эмоций и превращается в бесчувственного человека. Но никто не остров. Мы нужны друг другу, и это влияет на наше здоровье. Существует очень интересные исследования на тему взаимосвязи социальной изоляции женщин и рака молочной железы. Женщины, которые до болезни были социально изолированы, имели намного больше шансов умереть от рака молочной железы, чем социально активные женщины. Теперь снова вернемся к нашим бабушкам. Ужасные события своей жизни и невозможность с кем-то разделить этот ужас и это горе, они десятилетиями держали его в себе и как бы замирали. Ну, это первое поколение можно в принципе так и назвать – поколением с синдромом замершей матери. Но если женщина не получает помощь, заботу и поддержку, если она остается одна, ну, будем прямо говорить, белорусские женщины очень часто оставались одни в любой сложной, кризисной ситуации, причем даже не просто одни с детьми, то она передает эту замершесть, заледенелость по наследству. И ее дочь становится уже мертвой матерью, а дочь дочери – мертвой, убивающей матерью. Вот так эти ужасные истории, когда женщины после пережитых ужасов оставались одни, влияют и на детей, и на внуков, хотя вы понимаете, что внуки могли свою бабушку даже в глаза не видеть. От поколения к поколению непрожитое горе, загнанное внутрь, в одиночество женщины влияет все сильнее и сильнее на ее потомков. И если замершая мать просто не способна на любовь и сильные чувства поддержки и заботы, то мертвая мать своим поведением толкает следующее поколение на суицидальное поведение. Мертвая убивающая мать, по сути, убивает своих детей и разрушает все вокруг. Она нацелена на это. И что характерно, заметьте, в Беларуси, особенно в последние годы, огромный рост суицидов. В Беларуси огромный рост нарко- и особенно алкозависимых людей. Уже не последствия ли это синдрома мертвой матери? Можем ли мы что-то изменить? Да. Мы должны разрешить себе чувства, любые.
Мертвой матерью становится тогда, когда запрещаю себе чувствовать. Вы можете разрешить себе ненависть. Вокруг творится ненормальное. Не надо делать вид, что ничего не происходит. Обсуждайте с теми, кому вы доверяете и кто вас поддержит. У вас есть право ненавидеть ОМОН и боевиков за все, что они делали с вами и вашими близкими. У вас есть право не прощать. У вас есть право злиться, гневаться, впадать в отчаяние. Разрешите себе любые чувства. Вы имеете на них право. Потому что, в отличие от мертвых матерей ябатик, вы живые люди. Если вы можете плакать, то слезы и правда исцеляют. Даже если это слезы по прошедшим 26 годам жизни. Даже если это слезы боли, горя и отчаяния. Пока вы можете плакать, вы живые, и вы не мертвая мать. Очень лечит такой ситуации поддержка и солидарность. Именно поэтому я хочу полной реформы всей государственной системы. Именно поэтому я хочу, чтобы ни одна женщина в Беларуси не оставалась в одиночестве в кризисной ситуации. Мое государство должно ее поддерживать, общество ее должно поддерживать. Сегодня в Беларуси карательная психиатрия, карательная медицина, карательный декрет номер 18, карательные боевики и карательные суды. Абсолютно любой закон в Беларуси носит карательный характер и применяется только в сторону ухудшения положения гражданина. Особенность женщин с синдромом мертвой матери, а в нашем случае это, конечно, женщины из окружения Лукашенко, в том, что они всегда, абсолютно всегда поддерживают карательное эго так называемого мертвого отца. Ну и как это выглядит в белорусских реалиях? Первое. В основе всей своей разрушительности и смертоносности белорусской мертвой матери лежит огромный страх, что про нее подумает лично Александр Лукашенко. И этот страх, как черная дыра, которая поглощает ее, не оставляя места для ее личности. Отсюда, кстати, патологическая лживость и такая же патологическая жестокость. Второе. Потеря чувства собственного достоинства. Отсюда, кстати, и частый алкоголизм мертвых матерей. Мы видим это на примере пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсман по кличке Массандра за ее любовь к определенному сорту вина. Третье. Ну и классика жанра. Мертвая мать всегда, абсолютно всегда оправдывает насилие мертвого отца. Как правило, мертвые матери говорят что-то вроде: Лукашенко вас избил, посадил в тюрьму, разорил, потому что он желает вам только добра. И он очень о вас беспокоится. Любое, даже самое страшное насилие и убийство оправдывается заботой мертвого отца о человеке, которого он избил или даже убил. Именно поэтому Наталья Качанова и все эти женщины побежали всюду оправдывать Лукашенко. Это не просто приказ. Это суть мертвой матери – оправдать насилие красивыми словами. Ты видишь, ты своим протестом расстроил бедного Лукашеночку. Он же ночами не спит, все о тебе и твоем благе думает. Тебе не стыдно? Четвертое. Мертвая мать всегда старается вызвать у вас два чувства – это вина и стыд. И если мы проанализируем высказывания всех женщин из окружения Лукашенко, то они либо всегда стыдят, либо обвиняют, либо придумывают нелепые запреты. Вот студентам, к примеру, нельзя перед ябатьками сидеть на полу. Пятое. Для мертвых матерей важно, чтобы люди рядом с ними чувствовали свою полную беспомощность. Беспомощными людьми легче манипулировать. Мертвая мать обожает манипуляции. Шестое. Мертвые матери отказывают людям в праве на эмоции и желания, а значит в самом праве на существование. Классика мертвой матери – это выступление Натальи Качановой перед студентами. Вспомните, как она запрещала чувства, например, смех, запрещая таким образом само существование человека как личности. Ну, как вы уже поняли, Лукашенко – классический носитель синдрома мертвого отца. Отличие мужчин с синдромом мертвого отца от женщин с синдромом мертвой матери заключается в том, что мужчины развивают в себе такую вторичную ненависть, окрашенную маниакальным садизмом анальных позиций, где речь идет о том, чтобы властвовать над субъектом, осквернять его, мстить ему, ну и так далее. Именно поэтому ябатьки так много оскверняют народные мемориалы памяти, в том числе и в Куропатах. И если вы вспомните, то самое часто повторяющееся слово в лексиконе Лукашенко – это «наклонять». То он кого-то наклоняет, то есть занимается с ним анальным сексом, ну, образно так сказать. То его кто-то наклоняет, но никак не наклонит. То он боится, что его наконец наклонят. У мужчин с синдромом мертвого отца очень нездоровый интерес к мужским, простите, задницам. И вот что интересно. Лукашенко при любой возможности хватается за эти самые мужские задницы, даже при посещении ковидных больниц.
Также хочу напомнить, что ОМОНовцы сознательно избивали мирных протестующих, особенно в августе 2020 года, именно в районе Ягодиц. Это уже не говоря об изнасилованиях. Наши предки с подобными людьми уже сталкивались и прозвали их нежитью, то есть человеком, который умер внутри. Ну и так оно в принципе и есть. Но вернемся к мертвым матерям и приведем классический пример. Лидия Ермошина. Классическая мертвая убивающая мать. Женщина, которая всю жизнь только разрушала, уничтожала и не смогла создать ничего хорошего. Женщина с патологической лживостью. Женщина, которая ненавидит всех и вся. Женщина, на которой лежит огромная историческая и юридическая ответственность за все кровавые события до и после 9 августа 2020 года. Женщина, которая незаконно заняла пост председателя Центральной избирательной комиссии вместо Виктора Гончара, похищенного и убитого по приказу Александра Лукашенко. Женщина, чьи синеющие пальцы вместе с пальцами Лукашенко вцепились в горло Беларуси все эти десятки лет. Лидия Ермошина – классическая мертвая убивающая мать, готовая на все ради благосклонности Александра Лукашенко. Я повторю, пожалуй, самую страшную особенность мертвых матерей. Они убивают, не прямо, конечно, а косвенно, в том числе своих детей. Лидия Ермошина в прямом смысле оставляет после себя выжженную землю и черный пепел. Алексей Ермошин, единственный сын Лидии Ермошиной, скончался в возрасте 40 лет. Кстати, неплохой был парень. Мама настаивала, чтобы он работал в прокуратуре и обвинял людей. И в итоге он проработал в прокуратуре 8 лет, но не выдержал. Ушел в адвокатуру. Любила ли Лидия Ермошина своего сына? Я думаю, что нет. Мертвые матери не могут любить своих детей. Я думаю, единственный человек, которого в каком-то виде обожает и кому испытывает хоть какие-то теплые чувства Лидия Ермошина, это Александр Лукашенко. Сегодня Лидия Ермошина осталась одна и ждет, по ее собственному признанию, того, что она сеяла вокруг себя все эти годы, то есть смерти, физической смерти, потому что внутри она мертва уже очень давно. И я рассказала это все не для того, чтобы мы пожалели Ермошину, Катковец или Щеткину. Личные травмы – это не оправдание, чтобы уничтожать и разрушать жизни других людей. Сегодня белорусские МИДы у власти готовы на все. Как мы видим, калечить жизни белорусских детей, воровать детство и даже убивать, предварительно выпив массандры. Пришло время отобрать нож у белорусских МИДей, замахнувшихся на играющих и ничего не подозревающих детей. Мертвые матери должны уйти в небытие вместе с кровавым режимом Лукашенко.